Война. День 203. Ситуация на фронтах. Думаю, уже можно просуммировать потерянную технику в результате наступательных действий украинских войск. Напомню, что смотрим мы данные по независимому блогу Oryx, который совершает подсчет только подтвержденной техники. Ссылка на блог в описании. Там каждую единицу можно нажать и проверить. Итак, до начала наступления в Харьковской области на 4.09 Россия в войне потеряла 5439 единиц техники, из которых 301 брошенных и 1463 захвачено, то есть суммарно ЗСУ получили 1764 единицы техники. Танков Россия потеряла 1005 единиц, из них 339 захватила Украина. На сегодняшний день потери России составляют 5981 единицу техники, из них 303 брошенных и 1787 захвачено. Таким образом, за чуть более неделю боев Россия потеряла 542 единицы техники, из них 364 единицы достались Украине. Общая потеря танков у РФ 1112 единиц, 107 всего за неделю, причем 65 из них захвачено Украиной. Суммарное же число захваченных танков 404 единицы. Таким образом, армия РФ является самым крупным поставщиком танков в Украине. Справедливости ради, сравним потери украинской стороны в ходе наступления. На 4 сентября общие потери составляли 1544 единицы, среди которых 250 танков. На сегодня эта цифра составляет 1583 единицы и 260 танков. То есть, за чуть более неделю боев Украина потеряла 39 единиц техники, среди которых 10 танков. Получается, в ходе наступления кратность потери техники составила 1 к 13 в пользу ЗСУ, потери танков 1 к 10. Стоит отметить, что это потери техники на всех участках фронта, и разумеется данные тут не полные, так как не все удается отснять. Восток. Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Изюм, который находится в зоне поражения российских реактивных систем залпового огня. Это не первый приезд верховного главнокомандующего на фронт к рядовым бойцам, и это реально заслуживает уважения. В то же время повелитель бункера боится встретиться с войсками даже в Москве и использует ФСБшников, чтобы те играли роли раненых военных. Бои в Харьковской области продолжаются, и россияне пытаются закрепить линию фронта вдоль реки Оскол. Но в то же время у украинских войск имеются плацдармы в районе Купянска и Боровой. Пока не ясно, будут ли ЗСУ удерживать их и пытаться расширить, или тоже перейдут в оборону на правый берег. Россияне сейчас накапливают и группируют войска в районе Сватово и Краснореченске для дальнейшей организации обороны западнее, поскольку еще недавно для них это был глубокий тыл, подготовленных позиций у них на этих местах нет. Святогорск освобожден, и украинские войска движутся на север, дабы отрезать российские войска, пытающиеся удержаться на Осколе. Бои за Лиман продолжаются. После сообщения о успешном форсировании Северского Донца в районе Белогоровки о дальнейших продвижениях украинских войск неизвестно. Дальше бои возле Верхнекаменского и Спорного, и снова вдоль трассы Т-1302. Россияне пытаются атаковать в районе Солидара и Бахмута, что выглядит довольно странно, учитывая происходящее на севере от них. Бои в районе Донецка и на южном фланге продолжаются. В сети полно слухов о возможной украинской атаке на Мелитополь, в связи с чем россияне накапливают там силы, но пока никакой атаки не происходит. Юг. Украина продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов и переправам через Днепр. Также отмечается уничтожение очередных комплексов ПВО, видимо противорадиолокационными ракетами «Харм». На земле идут бои, но ни о каких продвижениях неизвестно. В том числе так и не подтвердился отход российских войск из Киселевки. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской, колокольчиком. И все.